Здравствуйте, дорогие зрители! В этом видео я покажу, как я сделала декоративный горшок-пенек из цемента и яичных лотков. Для этого мне понадобилось 6 яичных лотков, 1 рулон туалетной бумаги, половинки с яичной скорлупы, проволока около 80 см, цемент марки 500 1,5 кг, клей ПВА 300 мл, ведро, можно дырявое, и строительная сетка 60 см. Берем проволоку, нарезаем ее по 8-10 см. Не обязательно, чтобы она была одинаковая. У нас грибочки будут на разных уровнях. На концах делаем крючочек для того, чтобы держался у нас цемент. Грибы нам надо сделать заранее, для того, чтобы высох цемент. Для этого мы берем 2-3 столовые ложки цемента, воды и делаем крепкий раствор. Замешиваем его. Можно добавить немножко ПВА. Половинки скорлупы очищаем от внутренней пленки тоненькой кисточкой и заполняем цементом. Разравниваем, чтобы ровно у нас лег цемент. Вставляем проволоку крючочком вниз. Заготовки грибов оставляем на сутки сохнуть, а очищаются они очень легко, как вареное яйцо. Подготавливаем основной замес для пенька. Для этого нам надо яичные лотки хорошо размять и нарвать их очень мелкими кусочками. Заливаем 5 литрами кипятка. Почему кипятком? Чтобы быстрее набухла бумага. Удаляем ручку у ведра. И приступаем к созданию каркаса будущего пенька. Отрезаем по ширине и по длине сетку. Это сетка с ячейкой 2 на 2, толщиной 1 мм. Мне нравится этой сеткой работать, потому что она очень пластичная, очень хорошо гнется и придает форму ту, которую тебе надо. На дне ведра надо загнуть сетку, так, чтобы она ни за что не цеплялась. Ножницами по металлу обрезаем часть сетки. Таким образом мы формируем дизайн пенька. Оставляем зазор 3-4 см от края ведра. Нам нужен этот зазор для жесткости каркаса.
две сетки. Делаем замес. Насадкой для трели разбиваем лотки до однородной массы. Добавляем туалетную бумагу, порванную на кусочки. Взбиваем. Добавляем клей ПВА. Опять взбиваем. И высыпаем цемент. Всю массу надо хорошо взбить до однородности. Когда грибы мы почистили, делаем на концах крючочек и вешаем на сеточку. Приступаем к моделированию тела пенька. Не старайтесь сразу сделать толстый слой. Вам надо забить все ячеечки между ведром и сеткой. Проверяйте всегда, чтобы не было пустоты. И начинайте работать всегда снизу и заканчивать вверху. Чтобы у нас пенек был естественный, надо сделать сучки. После того, как сделали сучки, нам надо наш пенек оставить на полчаса, чтобы текла лишняя вода. Потом делаем рисунок. Рисунок может быть произвольный. После того, как вы закончили рисунок, надо оставить пенек сохнуть на 2 суток. Наш пенек подсох, и мы можем приступить к железнению. Берем пол-литра воды, 2 ложки столовых клея ПВА и 2 ложки цемента. Все тщательно размешиваем. И мягкой кистью покрываем наш пенек. Покрываем раствором таким 2-3 раза. Каждому слою даем просохнуть 10 минут. Оставляем наш пенек сохнуть еще сутки. После полного просыхания очищаем металлической щеткой донышко. Перед покраской нам надо поднять грибы, придерживая их у основания. Берем темно-коричневую краску и наносим ее по всему телу пенька.
Далее берем светло-коричневую краску, оттеняя и делая более старым пенек наш. Движения должны быть поверхностными, просто оттенить. Грибочки красим. Если это опята, то светло-коричневый цвет. Если это поганки, то более темный. На губку наносим белую краску и легкими движениями, похлопывая, наносим на пенек. Таким образом мы создаем эффект старого пня. Так как грибы у нас растут только на северной стороне, мы оттеняем это зеленой краской. Точно так же на губку наносим зеленую краску и мягкими движениями, прихлопывая, наносим зелень. Покрашенный пенек вскрываем акриловым лаком и оставляем на просушку еще на сутки. Вот такой пенечек у нас получился. А в следующем видео я вам покажу, как из пластикового ящика сделать вот такую тачку.